Начну издалека. Июль 1951 года. Издается книга, впоследствии ставшая бессмертной классикой мировой литературы. «Над пропастью воржи». Роман Джерома Селлинджера, написанный им на фронте Второй мировой. Этот роман покорит сердца читателей, будет запрещен на протяжении 20 лет, а затем вновь вернется на книжные полки, где уже никогда не потеряет своей актуальности. Именно эта книга оправдывал свое преступление Марк Чепмен, убийца Джона Леннона. На нее активно ссылается Харуки Мураками в норвежском лесу, а общее количество более минорных отсылок и омажей и вовсе трудно подсчитать. Но есть одно «но». Меня безумно смущает то, какой итоговый образ сформировался вокруг этой истории. Деятели культуры, запрещавшие роман в далеких 60-х, видели в главном персонаже дурной пример для подражания, ведь 16-летний Холден Кулфилд, от чего лица идет повествование, какой ужас, пьет, курит и снимает даму легкого поведения. Подростки и взрослые, читавшие роман в эти годы, напротив, считали, что нарратив Холдена, вездесущей лицемерности и липи, является самой правдивой критикой окружающего их мира. Все это количество ярлыков по типу манифеста битников, Библии бунтарей и обязательной книги для подростков подводят меня к одной крайне неловкой мысли. Люди в большинстве своем попросту не поняли Селлинджера. Одни воспринимали мат главного героя как вызов культурному обществу, а другие почему-то считали, что 16-летний подросток, от чего лица идет повествование, точно знает, в чем сокрыт смысл жизни. Когда как на самом деле Холден лишь потерявшийся в мире взрослых ребенок. Так о чем же тогда эта книга? Это книга, в которой подросток попадает в ряд абсолютно глупых передряг и проблем, причиной которым является его максимализм, раздолбайство и постоянное бунтарство. Он зовет на свидание девушек, которых совершенно не желает видеть, снимает куртизанку, но лишь за тем, чтобы отказаться от ее услуг и завести глупый разговор о ее увлечениях. Пытается сохранить денег на подарок сестренке, при этом раздавая их направо и налево. Короткое приключение длиной в 200 страниц полнится событиями, из которых можно было бы извлечь урок, но главный герой словно ни на йоту не взрослеет к финалу. Зато делится всем тем шквалом эмоций, которым подвержен его неокрепший разум. Неопределенность в жизни, прогулки с температурой по городу и разбитое сердце. Бесконечные диалоги о сути вещей, которые ускользают от понимания главного героя, его отрицание взрослых идолов в виде успеха, денег и стабильности. Все это вихрем переходит в воспоминания о погибшем братике, о первом поцелуе. К вопросу о том, замерзают ли утки в пруду зимой. На мой взгляд, этот роман вовсе не призыв к бунту, но внутренний конфликт маленького человека в самом центре становления личностью. Отдельно взятый этап жизни, полный противоречий, slice of life, если вам будет угодно, но приправленный миксом из буйства гормонов и напускной подростковой циничностью. И именно поэтому эту книгу и стоит прочитать, и именно поэтому она влюбляла в себя столь многих. Путь, что Холден проходит от первой до последней страницы, это тот путь, что прошел однажды каждый из взрослых читателей. Его высказывания вызывают светлую грусть, они забавляют и напоминают о том, какими самодурами многие были и сами, будучи ровесниками главного героя. Подростки же могут увидеть в Холдене родную душу, а также через призму его скитаний чуть лучше понять, чего они сами на самом деле хотят и что на самом деле чувствуют. Этот роман – воспевание юности и одного из самых ее тяжелых этапов. Селлинджер написал большую часть этого произведения, находясь посреди человеческой мясорубки Второй мировой. И то, сколь много светлой наивности он вложил в главного персонажа, не может не подталкивать к мысли о том, сколь сильно он начал ценить эту ускользающую невинность детства. Недаром мечтой главного героя становится мысль о том, чтобы спасать детей, играющих во ржи. Спасать их от падения в бездонную пропасть жестокого и бессердечного мира взрослых. Форма искусства играет здесь не последнюю роль. Текст восприимчив и талантливый автор умудряется вместить в него не только внутренний конфликт и переживания Холдена, но и промозглые улицы, горькое послевкусие выпивки, холод снегопада. Передать все эти эмоции фактурно, правильно и трепетно довольно сложно. К примеру, тем же фильмам редко удается достичь такого же уровня погружения, и, возможно, не зря Селлинджер запретил экранизацию своего главного детища. Одного только визуального повествования не хватает, история становится однобокой и основа повествования рушится. Но с играми иначе. Из всех форм искусств это наиболее интерактивно, а потому с помощью чего, если не через них, рассказывать подобного рода истории.
Истории, что не только бы затронули этот холденовский этап жизни, но и показали, что же все-таки такое повзрослеть. И Night in the Woods делает именно это. Холодной осенней ночью на вокзале городка Possum Springs практически никого нет. Исключение местный смотритель, занятый ремонтом двери, и наша главная героиня. Мэй Боровский личность неоднозначная. Еще вчера студентка третьего курса и перспективное дарование, сегодня она исключена из колледжа и выслана обратно в родной край. Нам с ней еще предстоит познакомиться поближе, но сейчас случается первая проблема. Родители, что обещали встретить дочь на машине, не явились к назначенному времени. На улице уже совсем стемнело и кажется, они уже не приедут. Местный телефонный аппарат сломан, заночевать на вокзале не выйдет, а потому Мэй принимает решение отправиться домой самостоятельно, срезав дорогу через лес. И эта дорога становится своеобразным приветствием от покинутого когда-то родного гнезда. Индустриальный мусор, пейзаж в виде заброшенной лесопилки, покосившиеся груды бревен. За ними старая, всеми забытая игровая площадка из далеких и беззаботных дней. Рисунки на горке, вырезанные ножичком надписи по дереву. Башни, на которую когда-то залезали наспор. Все перемешивается в один мощный коктейль из ностальгии и меланхолии, завершаясь прогулкой по проводам, падением и посадкой на заднее сиденье полицейской машины. То тетушка Молли патрулировала улицы и, заприметив племянницу, гуляющую по закрытой территории, довезла ее прямиком до дверей родительского дома. Там легкое бурчание и обида, сон и новый день, с которым приходит множество новых открытий. Мэй замечает, что родители явно постарели и словно бы стали чуть меньше. Становится понятно, что ее приезд они действительно пропустили, исходя из забывчивости и усталости от рабочих дней, в том не было никакого злого умысла. Недовольство и обида сменяются ощущением печали. Дальше беседа с мамой, что мягко пытается узнать причину исключения Мэй из колледжа, и ее предложение встретиться со старыми приятелями. Прогулка, в которой Мэй понимает, что изменился и сам Possum Springs. Являясь городком, что обязан своим процветанием в прошлом местным шахтам, он очень плохо переносит свое настоящее, в котором зарождение руды уже давно иссякли. Взрослое поколение сетует на закрывшиеся заводы, вместе с которыми исчез ряд иных градообразующих предприятий. В воздухе висит не отчаяние, но ностальгия и грусть по куда более простым и богатым временам. Друзья, оставшиеся в городе, хоть вроде и рады видеть Мэй, но за 3 года успели поменяться и обрасти своими обязанностями. Внезапная музыкальная репетиция в честь ее возвращения, совместное поедание пиццы – все это ощущается неловким и немного неуместным. Перемены сбивают Мэй с толку. Вряд ли она ожидала того, что все останется прежним. Скорее не ожидала, что за 3 года может измениться столь многое. Все вокруг ощущается двояким, похожим на образ из воспоминаний, но уже без былой теплоты. Вовсе не тем местом, в которое Мэй хотела вернуться, дабы найти себя и перевести дыхание. И еще сильнее общий настрой сбивает довольно необычная находка, которую наша группа друзей обнаруживает после совместного поедания пиццы. Находка, что запустит цепь таинственных и жутких событий, которые окажутся связаны непосредственно с Мэй Боровски. Лежащая среди осенней листвы на асфальте, еще относительно свежая, оторванная рука. Наша главная героиня, Мэй, персонаж с тяжелым характером и целым ворохом внутренних противоречий. Она совмещает в себе яркий сарказм, острый ум и невероятную степень инфантилизма. Борец с системой и харизматичный бунтарь, она пронесла этот образ практически сквозь всю свою юность. Вернувшись в родной городок, она пытается гнуть эту линию и дальше, но очень быстро обнаруживает, что подобного рода поведение работало лишь внутри самой системы. Обретя долгожданную свободу вне стен образовательных учреждений, Мэй очутилась в совершенно ином мире. Внезапно выяснилось, что социальные нормы нужны не окружающим, но и ей самой в том числе. Что работа – это зачастую не выбор быть скучным взрослым, но прямая необходимость зарабатывать на жизнь. Что срывание покровов и вызывающие лозунги вызывают не овации и поддержку, а скорее усталые и сочувственные взгляды. Когда-то она лично нарисовала незатейливый символ на своей футболке – перечеркнутый 0. Да и 0, быть может, окружность, минималистичное послание.
Правда в том, что Мэй сама не знает, что именно этот символ может подразумевать. Однозначно протест, но против чего? Имеет ли смысл данный протест вообще, и кто такая без него Мэй? Рядом подобных вопросов и разыгранных перед нами сценок «Ночь в лесу» медленно подводят нас к кризису идентичности, который переживает Мэй. И он является одной из главных тем в истории. Это тот этап жизни, когда индивид уже сформировал свою личность и теперь пытается найти свое место в мире. Но далеко не всегда этот процесс проходит гладко. Предыдущий опыт не сходится с новой средой, и настает этап переосмысления. Вчерашний подросток, чей характер формировался небольшими социальными группами, семьей, школьным коллективом и друзьями, может оказаться не готов к взаимодействию с большим миром. С другими людьми, чьи взгляды и культура могут различаться с привычными самым кардинальным образом. Это вкупе с давлением социума, новыми требованиями и высокими ожиданиями родителей порой приводит к результату совершенно противоположному интеграции. В случае с Мэй имеет место и влияние на нее буквально потусторонних сил, а также проблемы с ментальным здоровьем. Они лишь усугубляют и без того тяжелую ситуацию. Напуганный индивид начинает прятаться за девиантным поведением, следуя базовым инстинктам, что заложено в нас. Страх перед неизбежным взрослением загоняет в угол, где остается либо вести с ним и реальностью бесконечную борьбу, либо принять его и пройти сквозь этот тернистый путь. Быть бунтарем и вечно играть с ответственностью в прятки при высоком уровне самосознания и интеллекта не получится. По крайней мере, без падения в высшую степень самообмана, но это не про Мэй. Она абсолютно прямолинейна, честна и в каких-то местах даже излишне дуболомна. Именно поэтому каждая незанятая чем-либо минута ее времени быстро превращается в самоистязание. Следить за ней в ходе игры крайне интересно. Она не идеальная героиня четко выверенной истории успеха, а потому часто совершает глупые ошибки, ведет себя крайне неучтиво и даже в финале не превращается в зрелую рассудительную личность. Но она пытается, делает это искренне и больше не боится смотреть правде в глаза. А это дорогого стоит и многому может научить стороннего наблюдателя. Для того, чтобы хорошо написать одного главного персонажа, требуется высокий уровень профессионализма. Для того, чтобы провернуть это с десятком второстепенных, раскрыв характер некоторых из них лишь парой фраз, требуется писательский талант. И здесь он явно присутствует. Друзья, мы это довольно разношерстная компания. Оптимистичный, легкий на подъеме и энергичный Лиз Грегори. Погребенная под грузом ответственности прагматичная Би. Спокойный, меланхоличный Ангус. Их образы, как и вся игра, изначально кажутся довольно простыми и даже стереотипными. Рискну предположить, что у каждого в жизни есть знакомые, которым легко подойдет данное ранее описание. Что делает «Ночь в лесу», так это позволяет заглянуть в суть этих образов и узнать, что сформировало их. Вечно недовольная Би. Угрюмая, немногословная, она буквально излучает неприязнь и холод к своей старой школьной подруге в нашем лице. Но вместе с тем нельзя сказать, что она однозначно отталкивает от себя Мэй. Скорее находится в подвешенном состоянии, в котором молча просит о помощи. Чуть позже за ее фасадом абсолютно непоколебимого, прагматичного и твердого характера начинает проглядываться совершенно иная Би. Тяжело травмированная, несущая на себе груз ответственности, слишком великий даже для взрослого человека. Каждый день ее жизни в течение последних 3 лет является бесконечной чередой испытаний, достаточных для того, чтобы сломать многих. Но она продолжает держаться. Является ли это оправданием ее плохого отношения к Мэй? Ведь люди, чья жизнь обходится с ними грубо, могут озлобиться и оттого срываются на окружающих. Вовсе нет. Даже здесь Би не позволяет себе терять контроль над ситуацией, отделяя одни беды от иных. Мэй она не взлюбила по совершенно иной причине, в корне которой лежит лишь желание лучшего для своей подруги. Лучшего колледжа, лучшей жизни и большого города мечты. Всего того, от чего Мэй отказалась по абсолютно невнятным для окружающих причинам. У самой Би никогда не было возможности покинуть Possum Springs, и видеть то, как имевшая этот шанс Мэй вновь оказалась в их городке, для нее подобно собственному провалу. Дружеские отношения этого дуэта очень часто вызывают микс из самых разных эмоций, от смеха до глубокой грусти,
А смотреть за тем, как Би оттаивает и не только раскрывается сама, но и помогает раскрыться, стать лучше и повзрослеть Мэй, бесценно. Грег – другая история. С самого старта он является чуть ли не единственным персонажем, что рад видеть Мэй без каких-либо дополнительных условностей и вопросов. Он рад вновь устраивать музыкальные репетиции, сбегать с работы ради прогулок и вновь вернуть веселье былых деньков. Кража запчастей, пицца как завтрак, обед и ужин, драка на ножах и битье ламбитой. И хотя сначала кажется, что этот фестиваль радости будет идти дальше, Грег очень плавно старается переставить жизнь на новые, куда более лучшие рельсы. А значит, оставить подобное ребячество позади. Он никогда не задумывался о своем будущем в далекой перспективе, но теперь, будучи в отношениях, пытается это сделать. Его прежние поступки тяжело описать как исключительно правильные, а его подход к жизни – серьезным. Но он, стиснув зубы, старается стать лучше. Появление Мэй сбивает его с намеченной дороги на какое-то время, и он корит себя за это. Однако быстро берется за голову и вновь продолжает путь. Покуда дружба с Би – это глубокий заплыв во взрослый мир, полный тяжести и ответственности, дружба с Грегом – совместный киносеанс на эпизод второй юности. Только в этот раз она протекает в разы быстрее и, подходя к заключению, помогает Мэй осознать, что ей пора бы стать ответственнее, пора бы стать взрослее. Грег и Би. Эти двое прошли через очень разный опыт становления личности. Би росла в хорошей семье, но после определенного этапа была вынуждена сиюминутно стать той, в ком нуждались ее близкие. Грег был легкомысленным хулиганом всю свою жизнь и мог бы оставаться им и далее, однако, вступив в отношения, понял, что хочет быть надежным партнером, на которого можно положиться. Его перемены – это его собственный выбор, сделанный вопреки старой натуре. Две истории, несомненно, достойных внимания. Две истории, что учат Мэй новому и служат важным уроком. Уроком о том, что не у всех была возможность прожить собственную молодость. И о том, что человека определяет не его прошлое, а его нынешние действия и стремления. Эти двое – основные спутники в игре, и с ними будет связан общий опыт от прохождения. Но они не единственные интересные персонажи в городе. Родители Мэй и ряд иных личностей имеют не так много реплик в своем арсенале, однако обладают не меньшей глубиной, нежели основные спутники. Пара фраз здесь, еще тут, и ты формируешь в голове цельный образ того мира, в котором персонажи живут. Наверное, диалогом я и вовсе выделю отдельный абзац к финалу, столь они хороши. Ты узнаешь о проблемах местных и внезапно находишь их куда более близкими и понятными, нежели ты ожидал увидеть в игре про говорящую кошку. У определенного персонажа реплики вовсе нет. Однако его судьба и постер с его лицом вносят не меньше посыл в общий нарратив, в очередной раз напоминая о том, какими неожиданными и жестокими путями порой может пойти судьба. И еще одна довольно серьезная тема, которая поднимается в игре, это финансы. Как уже было упомянуто ранее, Possum Springs переживает далеко не лучшие времена. И без того высокие цены начали залетать вверх, а рабочие места напротив поредели. Те, что остались, тяжело назвать хорошими, и предоставляют их либо местные маленькие частники, либо крупные заезжие торговые фирмы. Покуда первые не в состоянии платить много, и это наглядно демонстрирует бизнес семьи Би, вторые попросту этого не желают и пользуются тяжелым положением людей. Колледж, вакуум образовательной системы и поддержка родителей позволяли Мэй ранее никогда не задумываться о деньгах по-настоящему серьезно. Для нее они всегда являлись атрибутом скучных офисных взрослых, борьбу с которыми она незримо ведет у себя в уме и в едких фразах для окружающих. Но то было прежде. С момента ее прибытия домой вопрос финансов внезапно оказывается одним из главных. У нее дома, среди друзей, в диалогах прохожих. Долгое время Мэй отмахивается от вопросов про работу, пока однажды ее не посчитают достаточно взрослой, дабы поговорить серьезно о том, в какой ситуации находится ее семья. И откровение это окажется довольно тяжелым. Это пусть и гипертрофированная, но прекрасная метафора финансовой нестабильности у молодых взрослых.
Она идет рука об руку с темой кризиса идентичности, ведь деньги – это один из новых факторов, которые зачастую не учитываются при формировании личности в подростковом возрасте. Быть романтиком в 14 и отвергать грязную валюту довольно просто, но лишь до того момента, когда ты понимаешь, сколь деньги необходимы для самых базовых благ. И речь идет не только о тех, кто ранее не задумывался о деньгах, но обо всех молодых людях, что начинают свой путь к финансовой независимости. Это нелегкий, временами голодный и изматывающий период жизни, в котором так хотелось бы найти точный ответ на все появившиеся вопросы. Как накопить хоть какой-то первый капитал, действительно ли эта работа меня прокормит, пройду ли я собеседование, сколько раз подряд я смогу заварить этот чайный пакетик и удастся ли мне вообще когда-нибудь позволить себе собственное жилье. И все это в маленьком городке на самом краю мира. Possum Springs обладает тем самым особым очарованием маленьких городков и деревень с длинной историей. Жить в мегаполисе, где общество атомизировано, и жить в месте, где все знают не только тебя, но и всю твою родословную, вещи совершенно разные. Удивительным образом ты перестаешь ощущать себя настолько одиноко, а люди вокруг оказываются не безликими незнакомцами, но родственниками, соседями и друзьями. С каждым можно перекинуться парой-тройкой фраз и у каждого спросить, как его дела. Знать, что тебе кто-нибудь поинтересуется в ответ, ты оказываешься в месте, где на тебя не плевать. Все здесь связаны друг с другом судьбою и судьбою маленького городка. Основанный благодаря труду шахтеров, но медленно погибающий в последние годы, он влюбляет в себя вопреки. Вопреки закрывающимся рабочим местам, рассыпающимся домам и пустым магазинам. Влюбляет благодаря маленьким радостям и местным фестивалям. Влюбляют обществом поэтов и древним историческим музеям, старой черепицей на крышах и кирпичами, что покрываются мхом, золотой, яркой осенью, сияющими полями пшеницы и опавшей листвой. Прогулки по его улочкам, подземным переходам и округе вызывают особое щемящее в груди чувство ностальгии, тепла, уюта и меланхолии, что кажется удивительным по отношению к цифровому городку, в котором ты никогда не был. И игра прекрасно об этом знает, позволяет тебе наслаждаться своими неторопливыми экспедициями каждый день. Тебя пускают в небольшую долину вокруг городка, на его крыше и внутрь зданий, позволяют увидеть звезды в небе над городом и прокатиться по подземной реке. Это неторопливый процесс, в котором так и хочется раствориться, воспользоваться каждой возможностью и между главами пройти еще пару раз весь городок насквозь. И не в последнюю очередь этот опыт столь приятен благодаря крайне хорошей игровой основе. Игровой процесс в целом основан на исследовании окружения и ежедневных прогулках по городу, на интеракции с разными объектами, изучении истории и диалогах. Порой будут встречаться сегменты с платформингом и мини-играми, но они довольно легкие и интуитивно понятные. Наверное, последним словосочетанием можно описать весь проект. Он сделан таким образом, что ты с первого раза понимаешь, что от тебя требуется в той или иной ситуации. Ну, кроме этого случая, тут пиздец, конечно. Тем самым подталкивая к дальнейшему изучению мира и еще большим взаимодействием с ним. И помимо того, сколь все это просто и здорово играется, это еще и потрясающе выглядит. Вся та красота, что видна на футажах, является результатом тщательной работы со стилистикой. Будь то фоны, персонажи или объекты, деталей на них лаконичный минимум. При этом образы не выходят бедными, но цельными и выверенными. Поверх общую атмосферу задают красочные плавные градиенты и мастерский язык форм. В этом плане «Ночь в лесу» работает академически правильно. Взять тот же дизайн персонажей. Взглянув на основной костяк действующих лиц, можно с первого взгляда прочитать их характер благодаря цветовой палитре и формам, из которых они состоят. Ангус – меланхоличный и добрый здоровяк, он составлен из овалов, фигур мягких, его палитра носит приглушенные, спокойные оттенки. В
В противовес ему можно взглянуть на Грега. Торчащие треугольники ушей и зубов, контраст ярко-желтого с темным. Еще до первого диалога вы считываете его образ и характер, что лишь добавляет баллов к визуальному повествованию. Он буквально ходячий желтый знак высокого напряжения, не прикасайся, убьет. Мастерству Скотта Бенсона, художника проекта, остается лишь позавидовать. Градиенты неба, ряды продуктов в торговом центре и астральные видения – все это выглядит сочно, живописно и имеет свой уникальный вайб. Дополняет визуальную составляющую по-настоящему интересная и цепляющая ухо музыка. Если при работе с рисунком все было выполнено профессионально и академично, то про саундтрек хочется сказать чуть иначе. Он великолепен. И дело даже не в мастерском исполнении, а в том, как хорошо он соответствует сценам. Порою делаю это даже контринтуитивно. Если ансамбль призраков в астральных видениях ощущается и слышится чем-то правильным и соответствующим настроению, то бодрая играющая музыка в момент всеобщего отчаяния кажется неуместной, неправильной, тем самым лишь подчеркивая ощущение нарастающей угрозы. И сколь великолепно Алек ловко писал музыку и режиссировал сцены под нее, столь же прекрасно он справлялся и с задачей обратной, обрушая на игрока непроницаемую тишину в момент крайне тяжелых и важных диалогов. И как я говорил ранее, им также стоит уделить отдельный абзац. Обычно диалоги раскрывают читателю новые подробности происходящих вещей в мире, личности говорящих персонажей, а также служат одним из элементов продвижения сюжета вперед. Написать хороший диалог задача крайне сложная, и если для условной супергероики хватает эпичных ванлайнеров, то сделать это в сеттинге истории о повседневности еще труднее. Приходится балансировать на тонкой грани, где диалог о сегодняшнем обеде является не пустой тратой времени, но чем-то интересным и полезным для игрока. Автору нужно оставаться в рамках обыденности, а потому не слишком нарушать шаблоны в попытках сделать речь персонажей оригинальной. И тем более радует меня факт того, что Беттани Хокенберри, сценаристки игры, это удалось сделать на 100 баллов из 10 возможных. Каждый раз, когда игра подкидывает тебе очередную возможность с кем-то поговорить, ты испытываешь искреннее удовольствие. Как минимум потому, что большая часть бесед сдобрена щепоткой хорошего злободневного юмора. Другие парой реплик добавляют несколько слоев глубины или же ее отсутствие говорящим личностям. Темы обсуждения хоть и являются приземленными, но оттого не являются скучными. Все потому, что ими легко эмоционально проникнуться, и ты невольно начинаешь ловить себя на повторении слова «жизненно» уже на первом часу игры. Ну, а то, как точечно слова бьют по сердцу в моменты ссор, откровений и бесед за кухонным столом, можно понять лишь на своем опыте. Случилось даже так, что после определенной сцены в игре я довольно долгое время в нее не возвращался. И не потому, что она была плохой и отпугнула от проекта, напротив, ряд поднятых мне тезисов о главной героине был более чем справедлив и звучал очень правильно. Возможно, дело было в точечно выверенных словах, возможно, в моменте и виде их подачи. Но в итоге зацепил он не только Мэй, но и меня. Какое-то время я просто осмыслял поступки в своей жизни с перспективы прочитанного в игре. К счастью, в итоге осознав, что нигде так не накосячил. Но накосячила Мэй. И сколь вам неудобно посмотреть в глаза человеку, который поругал вас за дело, столь мне было тяжело вновь кликнуть на ярлык игры. Да, вот настолько все серьезно. И на мой взгляд, такого эффекта достичь может далеко не каждый проект. Ночь в лесу – одна из тех историй, что не дает точных ответов на ей уже заданные вопросы. А их набирается очень и очень много. И это далеко не те вопросы и темы, которые обычно поднимаются в масс-медиа. Кто он такой? Взрослый человек. Как найти себя? А справиться с разочарованием в своих же возможностях? Действительно ли никогда не поздно что-то начинать с нуля? Где найти силы, дабы вставать на ноги после самых болезненных поражений? Под силе ли любви действительно менять людей к лучшему? Значит ли наша жизнь что-то в масштабах вселенной? И как перестать бояться будущего?
Игра в лице матери главной героини лишь грустно улыбнется и разведет руками. Она служит лишь пьесой, сценкой, на которой персонажи отыгрывают спектакль, изумительно схожий с тем, что мы видим каждый день своей жизни. В определенный момент сцену закрывает занавес, и зритель удивленно обнаруживает, что увиденное им совершенно не похоже на финал. Не случилось, и жили они долго и счастливо, ровно как и не произошло кромешного мрака. Персонажи проделали огромный путь, но кажется, словно еще стоят на самом старте, и у них все впереди. И это на самом деле так. Ведь эта игра, как и книга «Над пропастью воржи», это история не о приключении из точки А в точку Б, а о периоде жизни. Периоде, который лишь является началом ко всему. О том периоде жизни, когда ты еще молод и не уверен в правильности своих выборов, когда ты уже вырос из родительского гнезда, но еще не обрел свое. И пусть никто не вложил в уста героев верного решения ко всем проблемам, но зато мы увидели, что этот период не будет длиться вечно, что не обязательно проходить его в одиночку, и что близкие люди до сих пор рядом, что порой в нас сокрыта куда большая сила, нежели нам казалось, а на горизонте в один момент точно замаячит солнце. Да и сами вопросы, заданные игрой вовремя, тоже могут сыграть большую роль. Возможно, они смогут подтолкнуть игрока к рефлексии, дабы тот скорректировал свой путь. Возможно, напомнят уже взрослым о том, через что прошли они и проходят подростки рядом. Что нет ничего плохого в том, чтобы сомневаться и бояться, что это неотъемлемая часть становления личности. Итак, на чужом примере и в поиске ответов на заданные произведением вопросы, ты все-таки отвечаешь себе, что же значит повзрослеть. Я всеми силами избегал крупных спойлеров и говорил о сюжетных событиях вскользь, делая акцент на своем восприятии, а не на истории, дабы оставить удовольствие от ее прохождения вам самим. Это крайне короткая, очень уютная и в то же время меланхоличная игра, которая однозначно не оставит вас равнодушными. Посетите Possum Springs, пройдитесь по его округе и обязательно загляните на каждую крышу, запрыгнув на провода. Побеседуйте с каждым жителем и посмотрите на звезды. Вы быстро убедитесь, что это чудесный город для жизни. Но вот умереть хотелось бы где-нибудь еще. Огромное спасибо за просмотр, за лайки и комментарии, отдельный поклон. Это первое видео подобного формата на моем канале, обычно я здесь говорю о работе, и оно очень долго готовилось, исправлялось и переписывалось. Дошло до того, что тексты и запись голоса менялись более 10 раз, пока я не осознал, что таким макаром ничего и никогда не опубликую. И еще раз вас благодарю и благодарю моих чудесных друзей, что помогли в производстве этого видео, и всех тех, кто неравнодушно относился к этой затее. В будущем я надеюсь рассказать о еще паре игр, книг и других формах медиа. Очень надеюсь на вашу компанию в этом. Всем пока!